Пожалуй, самые известные ноги, которые ходили по этим ступенькам, это ноги Иосифа Сталина, потому что это его дача, которая сейчас заброшена. Именно туда мы сегодня и направимся. С вами Кот. Приятного просмотра. И после этого будут в комментариях, как обычно, пишут: да он просто охранником на этом объекте работает. Возможно, здесь кого-то пытали. Лифт. Вот в нем точно ездил сам Сталин. Все прям дорого, богато. Вход в бункер надо найти, согласен. Подземный бункер Сталина, представляете? Сейчас мы поднимем его, там будет люк, который ведет, кстати, на 12 метров вниз. Нас встречает такие ворота, первый периметр. Такая летняя будочка, здесь дежурил КГБшник, который открывал ворота, когда товарищ Сталин по этой дороге ехал к себе на дачу. Одна из вентиляционных шахт бункера Сталина. Да. Я вижу. Run. Ну и охрана нас побила. Охрана. Здрасте, мы тут немного заплутали. Так-то охраняй. Да мы знаем, мы и хотели к вам выйти, чтобы спросить. Да, вот видишь, а мы ходим, закрываем. Ну, а мы чтобы поэтому мы цивильные. Ломают нах, а мы ходим. Что, нам кайф ходить? Вот, ну, собственно, что мы хотели поговорить. Давай. Посмотреть, Усадьбу можно можно фотографировать. A few minutes later. Сиди, вот как. На самом деле, с виду так скромненько выглядит. Я говорю, с виду домик-то скромненький. Вот, дверь открыта нахуй, чтоб вон, бери, смотри. Вот, видишь, дверь открыта. Ага. Смотри, какая планировка. Тут как-то под углом. Там поворот. Здесь отдельное здание. Но трехэтажный, да, но сейчас посмотрим саму. Мне кажется, это не само здание. Кстати, смотри, тут вообще обрушено. Это какая-то, да, для типа там а-ля для прислуги. Так, смотри, тут наверх. Возможно, это место соединялось как-то с бункером. Но вообще, это да, это была котельная, судя по остаткам. Ну и тут он поворот туда, уход. Но это нет, это чисто техническое помещение. Ага. Ого. И оттуда прям так пахнуло прохладой и запахом сырой древесины. Смотрите, паркет на полу еще советский. Ну, полка явно современная. А вот трильяж, прости господи, видимо, уже тех времен еще остался. Вот такие помещения, где-то еще осталась мебель. Вот идет подъем на второй этаж, сейчас мы туда обязательно поднимемся. Когда-то давно это был дом технического персонала. Здесь жили те, кто, ну, прислуга, грубо говоря, да, кто обслуживал главный дом усадьбы. Вот, а впоследствии, как вы можете видеть, здесь базировалась вот следующая организация. Онкологический научный центр имени Блохина, причем он был детским. Вот такая интересная судьба у этого места. Ну, здесь, видимо, и при центре, да, и при еще доме Сталина был, естественно, здесь была кухня. Вот на этой самой кухне кухарки, повара готовили обеды, ужины, завтраки. Готовили еду для Сталина.
Потом, как многие из вас наверняка знают, его служба безопасности эту еду тщательно проверяла. Не дай бог, чтобы ее никто не отравил. И уже только после этой проверки блюда отправлялись на стол к вождю народов, так сказать. Во многих детских лагерях, ну вообще многие столовые вот по такому же принципу делаются. Вентиляции сверху такой отдельный колпак, как будто бы. Вот. А, вот смотрите, здесь коридор, кстати, который, скорее всего, ведет в главный корпус. По этому самому коридору вот здесь готовилось, брали какие-то каталки с подносами, видимо. И по этому коридору, я почти уверен, мы выйдем в здание главного корпуса. Но пока давайте посмотрим, что еще здесь есть на втором этаже. Советская плиточка прям. А на втором этаже пахнет так как-то уже более по-больничному, что ли. Причем второй этаж достаточно маленький. Вот посмотрите, здесь у нас есть только ванна с туалетом, палата. Еще одна комната. Ну, оно и логично. Здесь на втором этаже жила прислуга. Ее было не прям уж так много, да. Одна ванна, там мужская и женская, к примеру. Я уж не знаю, как это было в то время организовано, но, скорее всего, это было примерно как-то так. И вот здесь у них такой уютненький второй этаж, где они обитали. Вход? Да. Куда? Это коллекторный ведет к бункеру. А, вот это коллекторный вход к бункеру? Да, Ну-ка. через него можно было попасть. Вот, они проходили по нему, и вот трубы идут. Ну так это получается так Это аварийный, да. Это с котельной аварийный вход, и он идет в бункер. Я видел фотографии. И он идет в бункер. Ну, аварийный, один из аварийных. Прикиньте, прям под полом из технического коридора уходит люк, который ведет в бункер. И вот, кстати, вон там котельная, в которой мы ходили изначально. Так, а здесь мы еще не были. Смотрите, разрисовано как. Причем, смотрите, керамикой так сделано. Смотрите, печь. Здесь была комната, где лепили детишки вот такие вот классные поделки. Смотрите, керамические, из глины, покрашенные таким лаком прям. Март 2000 года, Попов Женя. Теперь мы идем по этому коридору, повторяем проход прислуги, обслуживающего персонала. Я не знаю, как это правильно назвать у Сталина. Как, кстати, напишите, друзья. Смотрите, какой плафон советский. Как это правильно называлось при Сталине? Прислуга? Обслуживающий персонал? Или кто? То есть при Советском Союзе какие могут быть слуги? О, ЛФК. Ну-ка. Такое ответвление, смотрите, примерно посередине этого коридора. То есть туда дальше у нас идет основное здание. Здесь у нас такой поворот. Кстати, тоже люк вниз технический. Смотрите. Тоже такой из дубового паркета целая лестница сделана. Ну, скорее всего, он дубовый. Я, опять же, если я не прав, поправьте меня. Вот эта пристройка, куда мы сейчас входим, это банный комплекс. Сталин здесь никогда не был, потому что это было построено после его смерти, когда это госдача, да, там его усадьба, да, его дом стал государственной собственностью и перешел в ведомство КГБ. И уже КГБшники, да, какие-то там чины высокие, решили себе построить здесь такую баньку с бассейном. Видите, смотрите, как отделано. Какие красивые. Плитка, причем она как новенькая, она прям реально свежая, выглядит классно. А вот, кстати говоря, душ и сама парилка. Вот здесь наверняка с голыми жопами генеральские чины КГБ решали какие-нибудь вопросы. Вон Илюха даже, смотрите, нашел, что последний владелец, это секретарь ЦК КПСС Зайков. И вот он присоединил к усадьбе вот этот банный комплекс. То есть этот бассейн, в который мы, кстати, вышли, никогда не видел
Сталина, как и Сталин не видел его. Температура воды, то есть это термометр. Коридоры совсем простенькие. Ну, неудивительно. В конце концов, это коридор прислуги. Да, это коридор прислуги. То есть, по идее, за поворотом мы должны увидеть что-то, где дорого-богато начнется. Пока не Но пока не похоже, да. О, ну тут прям текло. Мы попадаем в такой тамбур. Вот. Смотрите, так еще уклон вниз идет, видимо, чтобы еду было удобнее вести. Везде паркет, хоть он уже под побелкой и не виден. Мы, кстати, находимся в полуподвальном помещении, если выглянуть в окно. Ничего себе, что это такое? Телемеханика. Какая-то игрушка, наверное, да? Ну да, видимо, что-то нажимается. Земля на уровне окон. Стеллажи. Смотри, видеокассет, целый ящик видеокассет. Пустых, скорее всего, VHS. Смотри, она прям новая. Ну, видеонаблюдение, наверное, Прям. либо не установили, либо планировали Когда вы в установить. последний раз, друзья мои, видели... Сейчас я достану. Когда в последний раз видели новую VHS-кассету? Прям новую. Еще даже свеженьким пластиком пахнет. Окна забиты. Возможно, здесь кого-то пытали. Мне кажется, что я в этом видео очень часто говорю слово «советский». Ну а как иначе, если здание советское, и не просто советский, а когда у многих, по крайней мере, когда говорят «Советский Союз», первая ассоциация – это Сталин. А мы находимся на даче Сталина. Поэтому так много слова «советский» звучит в этом видосе, я думаю, еще будет звучать. Судя по всему, вот здесь сейчас за углом должен быть лифт. Вот где-то здесь. Да, именно так. Советский, еще раз опять же, старый, древний лифт. Вот в нем точно ездил сам Сталин. Причем, смотрите, еще отделка где-то сохранилась. Шикарно вообще. И он едет туда, шахта уходит наверх. То есть вниз этот лифт не идет. Там, как видите, пусто. То есть в бункер он не уедешь на этом лифте. Так, о, наверху кто-то ходит. Мы здесь не одни. Место пользуется популярностью. Цифра 2. Судя по всему, обозначает второй этаж. Вот он лифт внизу, который я показывал. И вот шахта. О, но она уходит действительно очень высоко. Второй, третий, четвертый. 4 этажа. Вот так выглядит главный вход. Мы попадаем в такой вестибюль с огромными высокими потолками. Здесь он мог войти, снять свою шинель, китель, повесить ее на вешалку, посмотреться в зеркало и пройти в главный зал. Вы же наверняка в курсе, что Сталин, он был очень низким человеком. Его всегда везде показывали во всех хрониках высоким, но это был такой его комплекс, можно сказать. Он на самом деле был очень низкий, по-моему, 1,60 м, что ли, он роста, если даже не ниже. И вот насколько комплекс человека, да, этот отразился в постройке. То есть прям у меня рост 1,80 м, я вот, он заканчивается вот здесь. И огромнейшие массивные двери, просто невероятно тяжелые. Ну, сейчас они, естественно, подперты с обратной стороны, чтобы сюда никто, кому не надо, не лазил. И вот такой прям тамбур, отдельно построенный, мощный, дубовый, прям целый комплекс. Обои, лепнина, все прям дорого, богато. Давайте сначала сходим направо. Тут у нас душевые, ванна, туалет. Пол также выполнен из паркета. Здесь уже, правда, линолеум. Все тот же самый трильяжик, как вы можете видеть. И такая спаленка, ну, комната. Эти кровати, естественно, уже при онкологическом центре здесь были поставлены, но вот вся вот эта отделка стен, лепнина на потолке, опять же. Вот это все, это сталинских времен. Мы сейчас просто находимся в царстве дуба. Тут столько дубовых мощных дверей.
Смотрите, целых 2 пианино, ничего себе. Тут, кстати, очень много провалов в полу, но они не глубокие, конкретно здесь. Посмотрите на это. Шикарнейший, просто шикарнейший. Огромные высокие потолки, огромные высокие двери, огромные высокие окна. Все прям пышет гигантизмом таким огромным. Металлическое основание, потом сама ручка деревянная. Прям все выполнено идеально, потому что делалось лично для самого под очень строгим контролем. Я почти уверен, что каждая эта дверь проходила прям вот на каждую, чтобы не дай бог, Сталин не получил себе занозу. А что за ванна? Это того времени ванна, да? Да, видишь, она необычная такая. О, нифига себе. Прикольно. Представляете только, 90 лет назад, ну около того, там, в 33-м году, да, по этой лестнице, покуривая свою трубку, ходил сам Сталин. Да уж. Ну это вот, это я называю напрямую, по-настоящему прикоснуться к истории. Спасибо. Да, нет, что. Фоткаемся с подписчиками. Так, ну ладно, продолжаем. Тут у нас, в общем-то, дверца закрытая, да, это у нас лифт. Лифтовая шахта. Это мы уже вышли на 3-й этаж. На 3-м этаже, смотрите, мы можем выйти на балкон. Ой, как тут хорошо. Там, кстати, очень прохладно внутри. И выйти в такую приятную летнюю духоту, ну, которая кажется сперва приятной, да? Достаточно классно. Смотрите, какое огромное, обширное крыльцо. Клумбы такие, там по бокам стоят. Вот там, кстати, где-то должен быть лев. Мы до него тоже обязательно дойдем. Смотрите, флагштоки. Сюда вставлялись флаги. И вот так вот она выглядит снаружи. Вернулись в эту прохладу. Смотрите, кстати, люстра. Остатки лепнины какой-то. В середине остатки лепнины. Самое главное, лепнина осталась, все уже обрушилось, но вот сама лепнина осталась. Вот такая люстра. Я думаю, тоже тех времен. Все одинаково. Кстати, здесь, смотрите, карнизы и веревки, чтобы их спускать, зашторивать окна. Зачем ему столько комнат? И это говорят еще, что он всегда в разных спальнях спал. Ну, видимо, чтобы покушения не было. Боялся он же все-таки этого дела. Ну, тоже точно такой же зал, кстати. Люстра висит. Вот прям я до нее могу достать. То есть тут прям шикарная когда-то люстра свисала. Роскошная, дорого, богатая. Ну и вот, собственно, мы поднялись на последний этаж. Тут уже видна в окне крыша. И тут же еще, насколько я помню, была бильярдная. Поздняя надстройка, да? То есть при Сталине кинотеатра и бильярда здесь не было. Это уже тоже было так же, как и банный комплекс. Вместе с бассейном, да, это надстроили. Тем временем на улице пошел дождичек. Это опускание занавеса, судя по всему, механизм. Ну что, все, мы обошли всю усадьбу. Бункер надо найти. Вход в бункер надо найти, согласен. Так, ну, мы вернулись на 1-й этаж. По логике вещей, спуск-бомбарь должен быть здесь. Но я на всякий случай, конечно, проверю, перелезу сюда. Что-то мне подсказывает, что здесь нифига нету. Ну, конечно, да, то есть тут
Тут просто обычная лестница. То есть мы нашли только технический вход. Лифт, да, лифт там внизу тупик у него. Может, он все-таки в хозяйственной пристройке? В общем, квест у нас такой. Задача найти вход в бункер из главного здания. Он по-любому должен быть, ну не из главного здания, а из надземной части, не выходя на улицу, не отдельный вход, а именно вход в бункер. Там у нас был поворот, только что мы прошли на бассейн. Соответственно, это новая пристройка. Бункер был построен еще при Сталине, вместе со строительством этой дачи. Вот здесь у нас мы видим технический вход, который мы нашли в самом начале. Нашел? Я походу нашел. Ну-ка, где? Ого, я сюда не проходил. Вот, смотрите. Да! И вот из этого угла, вот под этим ковролином, Скорее всего, вход. по идее, должен крыться вход в подземный бункер Сталина. Как там говорят сам? Подземный бункер Сталина, представляете? Сейчас мы поднимем его, там будет люк, который ведет, кстати, на 12 метров вниз. Да? Или нет? Нет. Нет, может он здесь? Вот он, блин, вот он, наверное. Тоже нет. А вот и фигушки. На самом деле есть. Вот, смотрите, видите петли. Вот петля и вот петля. Я нахожусь прямо на люке. То есть я все это время стоял на нем. Блин, народ, офигеть. Это реально секретный люк, который ведет внутрь бомбоубежища. Обалдеть. Вот из этой комнаты. Сейчас мы его откроем по-любому. Надо найти только инструмент. Илюха притащил виллу откуда-то. Вуаля. Да-да. Народ. Мы это сделали. Пятюню. Блин, трухлявая, конечно, конструкция. Второй открывать не будем. Пойдем только так вот потихонечку спускаться вниз. Это секретный вход изнутри усадьбы в бункер. Естественно, мы сейчас упремся в воду, чтобы... Можете не рассчитывать, что мы найдем там тайное убежище вождя народов, да? Потому что оно затоплено 100%. Но хотя бы мы увидим вход. Ну, давайте-ка посмотрим. Ну, в общем-то, даже далеко идти не пришлось. Вот уж вода. Мы ее видим. Пролет прошли. Ну да, заметьте, тут, кстати, очень низкие потолки. Прям очень низкие. Ну и здесь уже такая жижа. Да. И вода стоит. Даже не видно дальше третьей ступеньки, куда она уходит. Стул как будто сейчас просто растворится в воде, на рухляте ржавчину. Как я всегда говорил, залазы за собой закрывайте. Вот так вот аккуратненько закрыли. Вот и все, как будто ничего и не было. Блин, это было непросто на самом деле вот искать. Специально для вас это было сделано. Ставьте большие пальцы вверх. Я считаю, что это заслуживает лайка, потому что этот вход на YouTube еще никто не показывал. Сейчас я вам еще покажу вход в этот бункер снаружи, там, потому что был какой-то зеленый домик. Я думаю, что там был отдельный вход в него. Сейчас мы туда подойдем. Я вам его покажу отдельно. Соответственно, мы нашли вход в бункер один, технический в коридоре. Самый первый технический с котельной. И самый главный тайный вот этот. Хотя про те тоже никто не знал, они были такие чисто замаскированные под коммуникации. А этот был вот прям по которому в бункер мог спуститься сам Сталин. И я уж не знаю, наверняка он туда спускался. Он пользовался именно этой лестницей, которая находится, как ни странно, не в основном здании усадьбы, а в гостевом доме. То есть достаточно долго ему надо было пройти, чтобы спуститься в бункер. А сам бункер находится в отдалении от всей этой части. То есть если будут бомбить саму усадьбу, да, то бункер он как бы сбоку. Так, чтобы вы понимали, что мы здесь на законных основаниях
Мы купили ключи. Что мало кто делает. Смотрите, у нас тут есть замочек. Я представляю, мне после этого будут в комментариях, как обычно, пишут: да он просто охранником на этом объекте работает, вот и показывает все, как необычно про все объекты пишут. Да, ребят, конечно. Обращайтесь. Вот, смотрите, как снаружи выглядит коридор, вот этот, по которому мы проходили. То есть он такой утопленный, замаскированный огромной растительностью, подходит к заднему балкону. Вот, и так выглядит главный дом с обратной стороны. Вот это вот вход в бункер так выглядит. Ого! Вот это лифтовая шахта. Ну да, вот в общем-то уже и вода очень близко. Но на какую-то глубину мы спуститься с вами можем. То есть на несколько этажей еще точно видно, что он уходит вниз. Я знаю точно, что ребята, некоторая группа людей из этого бункера откачивала воду, прям заморочились, привезли насосы, шланги, генераторы поставили. И несколько дней или даже неделю, по-моему. Да, 2 недели, да, Илюха вот мне подсказывает. Кстати, Илюха, канал Полосатый Мух. Да, ну, вы знаете, подписывайтесь, ссылки в описании. 2 недели ребята откачивали отсюда воду, чтобы просто пойти и посмотреть, что там внутри этого бункера. Вот так вот это все выглядит изнутри. Вот автомат старый советский. И все. Такие ворота прям тоже советские, опять же. Идет дорога к пруду. А с этой стороны вот так вот выглядит сама усадьба. Так, у нас за спиной остается наша усадьба. А здесь, смотрите, установлены 2 льва, которых тоже, ну, нельзя было не показать. Высаженная аллея, очень часто высажены большие деревья, чтобы было, ну, хуже просматривалось, что здесь происходит с другого берега. Хотя на самом деле на том берегу тоже была территория этой дачи Сталина, потому что там несколько периметров он себе отгородил, ну, естественно, для безопасности. И в 40-е годы уже люди, я находил заметки, где вспоминали, что раньше через эту территорию было очень удобно проходить между местными поселками, да, друг к другу. А когда построили дачу, им пришлось ходить не 15 минут через тропинку по лесу, а 7 километров в обход. И говорили, вот как же так, когда немцы во время войны, да, такого не творили, что типа не запрещали так передвигаться, а тут свой, ай-яй-яй, как же так. В общем, как и сейчас, власть ругали всегда, даже такую грозную, как Сталина. Ну, в общем, вот такой у нас получился выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. Заброшенная дача самого Сталина. По-моему, это не просто звучит круто, но и выглядит круто. В общем, если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Напишите обязательно комментарий, что вы по поводу всему этому думаете. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока.